Всем привет! И добро пожаловать во вторую часть моего travel-блога о Китае. В этом ролике я расскажу, как я добирался до моего первого города в Китае – Гуанчжоу. Ну что, мой следующий вылет в Гуанчжоу был только в 1:30 ночи, и мне предстояло провести 9 часов в аэропорту. Вначале время шло быстро. Я снимал ролики, гулял по аэропорту, нашел место для зарядки телефона и просидел там около часа. Но позже мне захотелось поесть, и тут я столкнулся с проблемой. Цены в аэропорту оказались просто космическими. Например, обычный кебаб там стоил от 25 до 40 евро, в зависимости от размера. А самый обычный набор в Бургер Кинг, куда входила кола, картошка и бургер, стоил от 16 евро. В общем, сейчас в Стамбульском аэропорту очень дорого, и все это из-за инфляции. По совету друга я начал искать в интернете, как поесть в Стамбульском аэропорту бесплатно. И оказывается, такой способ есть. Если вы летите Turkish Airlines, и ваша пересадка длится больше, чем 6 часов, можно получить бесплатный ваучер на еду. Все, что нужно сделать, так это просто подойти к инфопункту Turkish Airlines и показать свой посадочный талон. Правда, ваучер можно использовать только один раз в ресторанах из списка, и в основном это фастфуд. После того, как я поел, оставалось еще 3 часа до вылета. За 1,5 часа до вылета я начал беспокоиться, что не смогу добраться до своего гейта вовремя, так как аэропорт гигантский и заблудиться тут очень легко. Да и гейты объявляли только за час до вылета. И мне пришла в голову идея, а почему бы не отследить по Flight Radar, в какую часть аэропорта прибывал предыдущий рейс в Гуанчжоу. Таким образом я хотя бы понял, в какую часть аэропорта мне нужно будет идти. Я успел к своему гейту и даже еще пришлось подождать 30 минут, так как был повторный security чек. Я только что подошел к своему гейту, ожидаю посадку на самолет, так что погнали на борт. Когда зашел в самолет, на моем сиденье лежало одеяло и наушники. Чуть позже стюардессы начали раздавать летные наборы. В набор входили тапочки, маска для сна, носки, зубная щетка, бальзам для губ, зубная паста и беруши. Через час после взлета стюардессы начали раздавать еду. На ужин можно было выбрать либо пасту, либо кебаб. Я выбрал пасту, и в комплекте еще шел салат, кусочек торта, теплая булочка и масло. Также можно было выбрать любой напиток. Кофе, чай, минеральная вода, обычная вода или соки. После еды я посмотрел фильм и попытался заснуть. Заснуть было непросто. Ноги было невозможно нормально вытянуть, да и сиденье не сильно откидывалось. Но я все-таки заснул. Проснулся я в 7 утра по эстонскому времени. На тот момент в Китае было 12 часов дня. Завтрак подали в 1 дня по китайскому времени. Завтрак состоял из омлета с грибами, абрикосового йогурта и салата. Когда я приземлился в Гуанчжоу, у меня уже начались первые трудности. Я случайно заблокировал свою китайскую сим-карту, тем самым лишив себя интернета и связи. По прибытию в Гуанчжоу мне нужно было заполнить карточку прибывающего, которую обязан заполнить каждый иностранный турист, прибывающий в Китай. Также мне нужно было снять отпечатки пальцев. Когда я подключился к Wi-Fi в аэропорту, я все еще не мог ни с кем связаться, так как все чаты, интернет-браузеры и социальные сети, которые работали у меня в Эстонии, в Китае полностью перестали работать. И даже VPN, который я скачал перед поездкой, у меня не работал. И мне пришлось скачивать новый VPN. Кстати, в предыдущем видеоролике, который я очень рекомендую посмотреть, я рассказал про приложения, которые стоит скачать перед поездкой в Китай. Затем, после заполнения карточки прибывающего и снятия отпечатков пальцев, мне нужно было идти на таможню, где мне нужно было отдать карточку прибывающего и дополнительно снять отпечатки пальцев. Вышел я из аэропорта только через 2 часа. На выходе меня должна была ждать моя подруга, но вместо нее меня встретили таксисты, которые активно меня зазывали к себе в машины, кричат «такси, такси». Некоторые таксисты даже меня трогали. Когда я все-таки встретился с подругой, мы решили поехать на такси, так как я очень задержался в аэропорту, а в планах у нас было очень много чего посетить, поэтому мне нужно было как можно быстрее добраться до моего отеля, чтобы сбросить там свои вещи и настроить интернет. В аэропорту в Гуанчжоу также есть метро, но этот вариант был бы намного медленнее, да и прилетел я в час пик, когда в метро было просто не протолкнуться. Изначально таксист сказал, что поездка будет стоить 100 юаней, но в конце поездки вместо 100 юаней он потребовал 150 юаней. И это очень распространенная практика в Китае. Вначале таксист называет низкую цену, чтобы привлечь клиента, а затем в конце поездки он поднимает цену в 1,5-2 раза, особенно если он везет иностранца. Чтобы избежать таких ситуаций, в которые попал я, лучше всего пользоваться приложением Didi.
Didi — это китайский аналог Bolt. Там всегда фиксирована цена, и за поездку вы платите сразу в приложении, так что вас никто не сможет обмануть. На этом все. Спасибо вам огромное за вашу поддержку, за теплые комментарии, лайки и подписки. Я это очень ценю. В следующем видеоролике я расскажу о городе Гуанчжоу.